Эта реколлекция называется «Евангелие Царства». Евангелие Царства. Мы будем говорить как и про Евангелие, так и про Царство. Мы будем говорить, это слово будет часто, через этих 3 дня мы будем говорить часто Евангелие, Царство, и будем объяснять, что означает первое и что означает второе. Цель курса, вы увидите, есть цель курса — показать, что такое Царство, когда и для чего оно было создано, и как в нем жить. Пройти путь с Пресвятой Троицей от самого начала до самого конца, чтобы понять характер Бога. Почему все произошло именно так, а не по-другому. Понять, как я должен жить сегодня. Честно говоря, этот курс состоит из 2 частей. Эти 3 дня — это будет только первая часть. Мы будем говорить про то, что Бог создал для человека. Все 3 дня мы будем говорить только про одно. Мы будем концентрироваться на Боге, на Отце, Сыне и Святом Духе, что Он сделал для меня. Следующих 3 дня, надеюсь, если они у нас будут, это, скорее всего, уже осенью, мы будем говорить, что я сейчас должен делать по отношению к тому, что сделал Бог. Только тогда вы поймете, когда вы будете иметь эти 2 части вместе, только тогда вы поймете, как я должен жить сегодня. Хорошо? Но вы не можете, может, кто-то из вас смотрел уже эти реколлекции. Кто смотрел, все смотрели. Так что миф, какие люди говорят, не записывая реколлекции, потому что больше не придут люди, мы сегодня разрушили. Еще больше приходят людей. Поэтому есть первая часть и вторая часть. Что Бог создал, это первая часть, и как жить в нем, это вторая часть. Эти 2 части створят одно целое. Потому, когда вы смотрите, вырывая из контекста что-то, вы тогда уже не можете сложить все пазлы в своей жизни, и вам будет сложно. У вас будут некоторые вопросы. Иногда мне звонят люди и спрашивают: «Отец, вы так говорили в 3 реколлекциях в последней теме, там про такую книгу, какая меняет мышление. Кто там автор? А вы смотрели реколлекции?» Мне нужна только книга. Я говорю: тогда вы ничего не поймете с этой книги. Было такое, что вы купили эту книгу, вы читали, но когда вы смотрели в контексте, для чего я ее говорю, то вы ее прочитали. И что с этого? Как оно может поменять мою жизнь? Вы должны все понять. Все в контексте, поэтому должна быть последовность. Последовность этих тем. Поэтому, когда смотрите в Ютубе какие-то учения, старайтесь смотреть последовательно. Если это систематически просто, если это обычная проповедь, то там нет никакой последовности. Но любые учения имеют последовность. Это как ребенок ходит в школу, идет в 1 класс, во 2, потом в 10, потом в 3, потом в 7, потом снова в 1, да? Но мы так иногда смотрим. И поэтому у нас потом делается каша в голове. Мы слышали что-то, видели что-то, отец что-то там сказал, мы другим будем рассказывать, а другой говорит: «Нет, я слышал, отец другой говорил». И вы уже вдвоем спорите, поэтому должна быть последовательность, так же, как и есть Слово Бога. Нужно понять последовательность, но в Слове Божьем вы поймете последовательностью от Старого Завета к Новому, а от Нового к Старому. Сначала нужно прочитать Новый Завет, понять этот Новый Завет, и только через призму Нового Завета вы сможете понять Старый Завет. Если вы не примете и не поймете Новый Завет, то вы не примете и не поймете, я вам гарантирую, Старый Завет. Вы разочаруетесь в Боге. Поэтому очень важна также некоторая последовательность. Цель курса — дать ответы на один из самых сложных вопросов, которые возникают у людей, и стандартные вопросы, которые возникают у людей, а особенно у атеистов или у людей, которые разочаровались в церкви, или у людей, которые разочаровались в Боге, они говорят: откуда взялось зло? Если Бог — это добро, если Бог — это любовь, то почему есть войны, болезни? Почему Бог допустил, почему Бог дал, почему Бог наказал и многие таких? Почему Бог ничего не сделал, чтобы человек не сгрешил? Кто такой дьявол? Где есть Бог, когда война, болезни, проклятия? Но много таких других вопросов. На что есть воля Бога, на что не есть воля Бога, что означает взять хрест, а что означает не брать хрест, который не твой. И не все, что с тобой случается, это не воля Бога. И много-много такого мы будем говорить, но это большинство, это все, это я вам говорю, оно будет во 2 части. Потому что мы живем в таком времени,
где мы много молимся, много постим, и нет никакого результата. Есть у вас так? Есть? Не так давно мне звонят люди, говорят, я молюсь, а Бог не отвечает. Я им говорю, больше молитесь, потому что думают, мало молятся. Человек молится больше, чем я, честно говоря, я так не молюсь. Мы с отцом ехали, слушали люди святей, но она разочарована, потому что нет ответа. Это означает, если есть неправильный подход к Богу, неправильное понимание Бога, неправильное понимание духовного мира, дорогие, вы хоть на коленях до Иерусалима и назад, ответа не будет. Потому что ты зациклен на себе. Что-то ты делаешь, и оттуда упадет. Бог так не устанавливал. Бог установил все очень просто. Попроси, и я тебе дам. Но чтобы принять, ты должен поверить. А мы хотим заслужить. А верить мы не хотим. Но ответ приходит только после веры. А вот с вами мы будем рушить неправильную веру и строить правильную веру. Потому что после правильной веры будут правильные молитвы, и правильные ответы, и правильная жизнь, и будет результат. И когда у тебя будет результат в твоей жизни, то ты не будешь тем христианом, который ходил всю жизнь до церкви, а потом говорит, что я понял Бога. А я говорю, почему ты ходил целый день? Зачем? Он играл в лотерею. Может будет, может не будет. Поэтому я не хочу, чтобы вы были такими христианами, и верю, что вы не хотите быть, поэтому вы приехали сюда. Вы хотите получить ответы на свои молитвы. Вы хотите видеть что-то, ты веришь, это истина. Ты хочешь видеть ответ на свою веру. Ты хочешь жить, как веришь, и верить, как живешь. Хочешь ли ты, чтобы люди, которые смотрят на тебя, прославляли Бога, который есть на небе? Чтобы люди, говоря, смотря на тебя, говорили, что ты действительно верующий человек, так как Иисус сказал Филиппу, что это действительно израильтянин, в котором нет обмана. Или ты хочешь жить такой жизнью, создавая красивая одежда, красиво молюсь, правильное знание. Очень важно именно правильно все делать. Но в сердце ад, в семье ад, осуждение, критика, гнев. Дети получают подзатыльники, муж получает тоже везде. Да и соседи тоже. Но ты делаешь все правильно. Дорогие мои, это фарисейство. Я не говорю, что действительно неправильно, и вы начнете правильно жить. Нет. Нам первое нужно это поменять сердце, а тогда и выглядим по-иншему. Фарисейство состоит из того, что я создаю видимость. Но им не есть. И верю, что вы хотите не быть фарисеями, потому что приехали сюда, потому что я быстро фарисеев пух-пух ломаю. Почему? Потому что я был когда-то фарисеем, и я знаю, что это фарисейство, и это фарисейство забирает все силы. Ваши все силы идут на показ, на создание видимости, что ты хочешь быть кем-то, но ты им не есть. Рано или поздно ты устаешь. Рано или поздно батарейка садится. Почему? Потому что это искусственная жизнь. И тогда ты станешь самим собой. И все увидят. А так, вот кто ты. И тогда сатана выиграет. А ты проиграешь. И тогда ты будешь проклинать Бога. И ты будешь говорить, я все делал, Боже, вот то, и то, и то, вот и вон то, и то, а вон там, а ты так со мной. Честно говоря, ты даже и не знал Бога. Ты делал все для себя. Либо для кого-то. Думал, что для Бога. А по правде ты не знал ни Бога, ни Его волю, и даже не старался жить так. Поэтому в такой жизни не будет ответа ни на одну молитву. И я верю, что вы не хотите жить такой жизнью. Я хочу, такое мое видение, когда вы приезжаете, первое, зажечь вас, научить вас, а тогда послать вас на миссию. На миссию послать. Для того, чтобы вы шли и обращали все народы. Для того, чтобы вы проповедовали. Папа Франциск очень красиво сейчас говорит, радость Евангелия. Не знаю, будет ли у нас в продаже эта книга, я вам прочту. У вас может быть на первой странице, тут такая цитата у кого-то, а у кого-то может не быть, поскольку там вышла небольшая ошибка, но это не важно. Я вам прочитаю. Радость Евангелия наполняется сердце, и вся жизнь того, кто встречает Иисуса. Этот документ церкви, который Папа Франциск выдал, радость Евангелия, он говорит очень красиво. Радость Евангелия наполняется сердце, и вся жизнь каждого, кто встречает
кто встречает Иисуса. Дальше, те, которые принимают Его спасение, освобождаются от греха, грусти, внутренней пустоты, изоляции. Там, где есть Иисус Христос, всегда рождается и заново оживает радость. Всегда. В этом учении желаю обратиться к верующим христиан, чтобы пригласить их к участию в новом этапе евангелизации. Какая означена этой радостью? И показать, какой дорогой церковь должна идти в ближайшие годы. Еще раз, каким этапом должна идти церковь в ближайшие годы? Каким этапом евангелизации? Что мы сейчас делаем с вами? Евангелизируем. Поэтому Папа Франциск красиво говорит, используйте новые методы. Новые методы. Новые методы. Но для расширения Евангелия мы очень с вами, фарисеи, держатся старых методов. То нельзя, то нельзя, то нельзя. А что можно? Ничего нельзя. Ничего не делай, и все будет хорошо. В Европе церковь умерла. В Америке церковь умирает. Я вам говорю за духовность. Дорогие мои, и оно идет к нам. Оно идет к нам. Недавно мы имели реколлекции, к нам приезжали из Польши. И они говорят, в Польше катастрофа, падает уровень духовности, катастрофично. Польша, которая 98% была католической, которая считала, что все отойдут от Бога, только не мы, то она сейчас так и не считает. Украина в идеальной позиции находится, знаете почему? Потому что вас можно еще собрать. Там уже нельзя людей собрать. Нужно идти к людям, идти в бары, в наркокартели, идти на дискотеки, потому что людей в церкви нет, храмы пустые. Поэтому Папа Франциск говорит, евангелизуйте тех, которые есть в церкви, пока они еще есть в церкви. А зачем евангелизировать? Затем, чтобы, когда придет это время, вы имели силу выдержать и идти дальше. Потому что большинство людей, которые есть сейчас в церкви, они отойдут. Когда придет вот это время, которое идет с Европы к нам, материальное богатство, безопасность, где за вас будет все обеспечивать, вам все дадут, только веру убьют. Точнее, не убьют, вы сами от нее откажетесь. У меня есть знакомые отцы, которые в Канаде, знакомые отцы, которые в Швеции, Швейцарии, и они говорят, людям больше ничего не надо, они обеспечены от А до Я. Что я могу им предложить? Украина пока что сказать не может так, что мы обеспечены, поэтому мы еще уповаем на Бога. Знаете почему? Потому что у нас есть война, и мы уповаем на Бога. Потому что у нас есть проблемы, мы уповаем на Бога. У нас проблемы с экономикой, мы уповаем на Бога. У нас есть проблемы, и мы уповаем на Бога. Проблемы нужны, но я не говорю, что их посылает Господь. Но в них мы обращаем внимание на Бога. Это наша проблема, чтобы вы поняли. Что мы в проблемах обращаем внимание на Бога. Мы должны прийти к Богу, когда у нас нет проблем. Но, к сожалению, только в проблемах мы почему-то стукаем к Богу, и это не означает, что Бог допустил только потому, чтобы ты имел время задуматься. А большинство людей и не задумаются в этих проблемах. Поэтому я рад, что вы тут. За то, что вы можете поменять ход событий своей жизни, своих детей, своего языка. Вы видели, кто тут прославлял Бога? Молодежь. За кем будущее? За молодежью. Дорогие мои, вы должны передавать уровень веры молодым. А что мы передаем? Мы передаем, что можно, что нельзя. Или мы передаем, как верить по-настоящему, чтобы был результат, как любить, как прощать. Поэтому я хочу, чтобы вы зажглись за эти 3 дня Духом Евангелия, Духом Бога Отца и Сына и Святого Духа, чтобы вы несли позже в свои семьи, в свою общину, в свои приходы, даже, может, и к своим отцам, но это должна быть любовь. Любовь, любовь. Но чтобы дарить любовь, нужно ее иметь. А чтобы ее иметь, нужно от нее родиться. И это наша цель. Чтобы мы за это время народились от Бога. Хорошо. Что проповедовал Иисус, когда жил на земле? Что проповедовал Иисус, когда жил на земле? Когда Иисус ходил по земле? Какие вы умные. Вы прочитали уже там? Мы часто с вами проповедуем про все.
про святых, про традиции, про церковь, про историю церкви, про бедных. Я не говорю, что это плохие вещи. Но да, мы иногда говорим, что проповедуем все, что проповедовал Иисус. Потому что проповедовал Иисус, что я вам хочу донести. То, что проповедовал Иисус, меняло жизнь людей. Когда Иисус проповедовал, больные исцелялись, бесы выходили, мертвые воскресали. Потому что когда Иисус проповедовал, происходили чудеса. После вашей проповеди проходят чудеса, значит, вы не проповедуете то, что проповедовал Иисус. Есть оригинальное Евангелие, и есть неоригинальное Евангелие. И мир в большинстве проповедует не оригинал. А потому что мы уже больше не верим в чудеса, мы уже не верим в Бога надприродного, мы Бога настолько принизили, что все мы можем объяснить нашим умом. То и есть Бог, и больше Он ничего не способен, все, что ты можешь объяснить своим умом. И это атеист сможет пояснить тем, что ты отличаешь от неверующего. Верующий — это тот, кто верит в надприродного Бога, что Бог может сделать что-то, что люди скажут невозможно. Например, воскресить мертвого, например, исцелить от рака, например, когда нет руки, вырастет рука, когда человек в коляске встает и ходит. Мой Бог может это сделать, потому что мой Бог — надприродный Бог. И я верю в надприродного Бога. Но чтобы вам поверить в надприродного Бога, нужно расширить немного ваше восприятие про этого Бога, в которого ты веришь. Это тот же Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Но чтобы вам воспринять, вы должны понимать в глобальному, какой этот Бог, что Он может. Единственный человек, который блокирует силу Божью на земле, это христианин. Все. Неверующий вообще не верит в Бога. Через кого Бог должен действовать? Если христиан не верит в Бога и не разрешает, то через кого Бог должен действовать? Через кого? Поэтому Бог ищет людей, ищет, кто откроется и разрешит ему действовать. Сначала в твоей жизни, потом в твоей семье, потом в твоем селе, городе, области, государстве и всей земле. Хочешь ли ты быть этим человеком? Ты хотел бы быть человеком, через который Бог может изменить твою семью, село, город, область, государство и даже целый мир? Хотел бы быть? Аллилуйя! Ты уже им есть. Все, что вам нужно, вы это уже сделали. Подняли руку и сказали: «Да, Господь». Говорил Господь до Исаии: «Кого мне послать? Пошли меня, Господь». Мы иногда говорим: «Только не меня, Господь, его пошли». Ее пошли. Бог говорит: «Кого мне послать? Там, чтобы до твоего соседа, чтобы сказал: мою жену, меня не». Пошли священника, он на это учился. Хай ходит и покропит, пусть евангелизует, а что я? Поэтому Исаия что-то знал больше про Бога. А мы живем в Новом Завете, в лучшем Завете. Поэтому должны сказать: «Господь, меня пошли, меня. Не проходи мимо, меня пошли». Поверьте, Бог, вы боитесь этих слов, потому что вы думаете, что Бог вас пошлет туда, где ты не хочешь идти. В Африку, заберет от тебя все, ты будешь голодный, умирать от голода. Есть у вас такое? Кто когда-нибудь так думал? Кто боится так сказать, потому что вы боитесь, что Бог пошлет туда или заберет то, что ты любишь. Это обман. Ты веришь в обман. Ты поверил в обман. Сатана это тебе говорит. Поэтому ты боишься отдаться Богу. И буксируешь на месте. Ты как будто бы и хочешь, и боишься. Поэтому мы здесь, чтобы разрушить. Это все, что враг настроил здесь. Смотри, сколько миссионеров готовых учить. Ученики, 12 учеников обратили целый мир. А нас сколько? Потенциал. Центральной темой Иисуса было Евангелие Царства. Мы часто будем слышать Царство Небесное или Царство Божье. Это будет центральная тема на этих реколлекциях. Теперь мы будем с вами читать. Кто из вас имеет Библию, то прошу вас открывать, то у вас будут цитаты на этом Евангелии. От Матфея 4:23. И быстро пройдемся по этих темах, по тех отрывках, чтобы вы поняли, про что я хочу сейчас, чтобы вы поняли. Поднимите руку, кто христианин.
Все не говорите, просто говори, я христианин. Хорошо, а припомните, а христиане кого наследуют? Будду, Мухаммеда, Конфуция, Иисуса Христа. Супер. Христиане наследуют Иисуса Христа. Это означает, вы знаете, что означает наследовать? Идти по следах. Идти по Его следах. Все, что делал Иисус, то должен делать и я. Правильно? Я вас так понял? Все, хорошо. Давайте мы прочитаем. Что делал наш учитель? И что он делал? Что он показывал своим ученикам? И что делали его ученики после его? И что должен делать ты и я сегодня? И что ты делаешь? Будет параллель. Давайте прочитаем. Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, учил по их синагогах, оповещая хорошую новость про Царство, и излечивал всякую болезнь и всякий недух в народе». Теперь мы будем коротко смотреть на такие факты. Что Иисус проповедовал и что Иисус сделал. Что Иисус проповедовал? Хорошую новость про Царство. И что делал? Исцелял. Что? А ну еще раз, еще раз. Излечивая всякую болезнь. Всякую болезнь или не всякую болезнь? Была ли какая-то болезнь, какую не мог Иисус исцелить тогда? Было? Окей, хорошо. Идем дальше. Матфея 4:17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, потому что наблизилось Царство Небесное». Покайтесь, ибо пришло Царство Божье. Матфея 9:35. 9:35. Иисус обходил все села и города, учил и в их синагогах и проповедовал Евангелие Царства, и исцеляя снова всякую болезнь и всякий недуг. Исцеление и проповедь и шли разом, и шли вместе. Исцеление и освобождение — это было одно действие. Мы сегодня с вами это разделили. Одно верим, в одно не верим. Третье мы не будем углубляться. Мы говорим сейчас конкретно, что делал Иисус. Дальше. Марко 1:14-15. Евангелие от Марка. 1:14-15. А когда выдали Иисуса, пришел в Галилею. Когда выдали Иоанна, Иисус пришел в Галилею и проповедовал там Евангелие Бога, говоря: «Исполнилось время, и Царство Божье близко. Покайтесь и поверьте в Евангелие». Покайтесь и верьте в Евангелие. Что Иисус приказал проповедовать ученикам? Теперь смотрите, мы с вами только отрывки взяли, что проповедовал Иисус. Что проповедовал Иисус? Евангелие Царства. Что делал Иисус? Исцелял больных, выгонял бесов, воскресал мертвых. Это было Его. Иисус учил, кричал, проповедовал, указывал. Теперь я задам вам один вопрос. Зачем Иисус учил людей? Что, они не умели жить? Что, те люди, которые тогда жили, они не знали, как жить? Зачем сегодня проповедовать вам? Что, вы не знаете, как жить? Сколько институтов позаканчивали? Есть ли тут люди, которые закончили институт? А 2, 3? Дорогие, зачем вы пришли? Я не могу вас ничему научить. Я не мудрее тех людей, которые вас учили. Но есть проблема. Вы знаете много чего, но вы не знаете духовной жизни. Вы знаете все, что касается этого мира, всех вещей этого мира. Вы можете знать идеально, как работает этот компьютер, или это, но вам оно не поможет в отношениях с женой, не поможет в отношениях с детьми, оно вам не поможет в отношениях с соседям. Вы можете окончить 3 института, и все равно это не поможет. Хоть я не говорю, что знание — это плохо, чтобы вы меня правильно понимали. Нет. Люди тогда знали, как жить, но у них не было ответа на молитвы. Они молились, а ничего не происходило. Они постили, а ничего не происходило. Помните, как ученики приходили и говорили: «Иисус, научи нас молиться». Это не означает, что они не умели молиться. Они молились, но ответа не было. Иисус
всех учил. Нам нужно научиться жить. Сначала вам нужно научиться понять духовную жизнь. Мы с вами еще про это будем говорить. Потому что по-настоящему все, что происходит в духовном, то и становится физическим. Если ты не понимаешь принципы духовной жизни, ты, к сожалению, всегда будешь постоянно с чем-то бороться в физическом. И просто осуждать Бога. И задавать Ему много вопросов, почему. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, это насколько я это передам. Это не означает, что я уже знаю все, но насколько я знаю, насколько я понимаю, я настолько постараюсь вам это передать. Но мои знания пошли от центрального размышления, кто такой Иисус, что Он проповедовал, что Он оставил ученикам теперь, что проповедовали ученики. Лука 9:1-2. «Позвал 12, Иисус дал им силу и власть над всеми бесами, оздоровлять недуги. Тогда послал их проповедовать Царство Божье и больных исцелять». Слушайте, только на основе этого урывка мы можем говорить только 3 дня. На основе этого урывка мы можем говорить про волю Божью, про отношение к исцелению, волю Божью по отношению, что означает проповедовать, что такое больные, что такое царство. В каждом отрывке, в каждой цитате слова есть глубина. И в эту глубину иногда нужно нырнуть. Если мы проходим так по поверхности, то иногда так и поверхностно мы понимаем, и так проходит наша жизнь. Дальше, что проповедовал Иисус, что проповедовали ученики. После этого Господь назначил 72 других. Сначала Иисус делает что-то, тогда с Ним ходят ученики. Он говорит, теперь идите и делайте точно, что я делал. Тогда массы людей начали приходить к Иисусу и Его ученикам, и они уже не справлялись. Вот так как вас сейчас есть. Сколько вас тут? 400, а я сам. И, например, мне уже мало. Я сам уже не могу с вами справиться. Мне нужны ученики. И мы будем наставлять учеников, которые будут сейчас за вас молиться. Потом завтра, например, еще больше масса народа придет. Поэтому уже и эти ученики не будут справляться. Поэтому мне нужно уже с вас выбрать еще 72 учеников. И что 72 ученика должны делать? То, что 12. Что 12 делают? То, что делал Иисус. Это вы понимаете? Что делали ученики? После этого Господь избрал 72 инших учеников и послал их по 2 перед своим лицом в каждом город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господа жатвы, чтобы выслал работников на свою жатву. Идите, я посылаю вас, как ягнят среди волков. Не берите ни мешка, ни сумки, ни обуви, и никогда не приветствуйте на дороге. В каком доме войдете, сперва говорите мир этому дому. Если будет там сын мира, то ваш мир снизойдет на него, а если нет, то он к вам возвратится. Это здесь глубина с глубин. Насколько тут Господь все в точности, в деталях. Даже когда ты приходишь домой к кому-то, как ты должен приветствовать. Здесь написано четко. Понимаете, насколько Иисус в деталях, идешь домой, как ты должен приветствоваться, что будет, когда они примут, не примут, что должен делать. Мы иногда говорим, я не знаю, что я должен делать. Все написано. Прочитай. Дальше. И оставайтесь в доме, употребляйте и пейте, что у них есть, ибо достоин рабочий ваш своей нагороды. Не переходите из дома в дом, и в какой город вы не вошли, и вас примут, ешьте, что поставят перед вами. Исцеляйте в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божье. Теперь давайте посмотрим, как у нас есть. Я прихожу до соседа, сосед ставит все, что у него есть, а я говорю, я пощу, я не ем ничего, не пью ничего. Что ты делаешь дальше? Ты исполняешь все в точности волю Божью. Да? Дальше у него есть больной, а ты даже кто? Я, Бог через меня будет действовать? Я не верю. Я не верю в исцеление. Ты христианин? Да, я христианин. Дорогие, видите, насколько далеко мы отошли? Иисус говорит, ешь все. Но первое, чем есть, исцели больных. Кто должен исцелить больных? Кто должен исцелить больных? Ты. Почему? Потому что ты христианин. Кто исцелял больных? Ученики.
а потом ели и пили, и радовались, и веселились, и все прославляли Бога, а потом что должны проповедовать? Царство Божье. И про что говорили за столом? Про Зеленского, про парламент, про глобальное потепление, да или нет? Про Царство Божье. А вы, когда приходите в гости, про что говорите? Давайте угадаю, про все, кроме Бога. Про все, кроме Бога, с крестьянами, подчеркну. А когда начнете про Бога говорить, то вас перестанут в гости звать. Когда вы перестанете жить так, как они перестанут к вам ходить. У меня так было. Поэтому меня зовут только те, кто живет в том же самом духе, что и я. А которые живут в другом духе, они меня не зовут. А почему? Потому что я не осуждаю. Потому что я не критикую, я не морализую. Когда кто-то говорит за президента, я говорю, давай помолимся. Когда говорят за что-то, давай помолимся. Давай поговорим про что сегодня Евангелие было. А людей крутит. Да сколько можно говорить про это Евангелие? А мы в церкви были, уже слышали, сколько можно говорить про Бога. Их дух не выдерживает. Фарисеи. Расстрелять таких. Да я шучу. Потому что мы такими все были. Это то, что делали ученики. Идем дальше. Матей 10:11. Призвал своих 12 учеников, Иисус дал им власть над нечистыми духами, чтобы их изгоняли и лечили всякую болезнь и всякую немощь. Много вам должен сказать, идите проповедуйте, говоря, что Царство Небесное близко. Оздоровляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, бесов изгоняйте, даром приняли, даром приняли, даром. Вы имеете что дать людям? Что? Да что вы даром приняли? А что вы даром приняли? Вот, нужно начать задумываться. Вы приняли или не приняли? А почему, если приняли, то не даете? Вот мы будем с вами про это еще говорить. Что дальше происходит? После воскресения, что делали ученики? Это когда они ходили с Иисусом. Теперь Иисус воскрес. И ученики дальше продолжают исполнять Его миссию. После воскресения, первую книгу написал Теофиле обо всем, что Иисус сделал, что случилось 2 дня, когда вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых избрал себе. Он показывал им себя таким многочисленным доказательством живым после своей муки, являясь 40 дней им и рассказывая о чем? Давайте еще раз. Про Царство Божье. 40 дней после воскресения Иисус появлялся каждого дня до учеников. И про что говорил? Слушайте, то вы понимаете. Что-то с этим Царством Божьим есть что-то важное. Когда Иисус учил 3 года, учил о Царстве Божьем. После воскресения 40 дней появлялся, учил о Царстве Божьем. То вопрос, что же тогда это Царство Божье? Давайте я угадаю. Вы некоторые думают, что Царство Божье — это когда Царство Небесное есть Царство. Это когда мы похоронили кого-то, то человека мы отправляем в Царство Божье и отпеваем. Все, до свидания. И мы иногда говорим Царство Божье. Есть? Да? Есть такое восприятие, что это Царство Божье после нашей смерти. То как вы можете после смерти проповедовать идти? Про Царство. Вы умерли. Дорогие, Царство Божье есть здесь. Оно начинается здесь и продолжается в нашей вечности. Поэтому после смерти оно тоже есть. Но оно не начинается после смерти, оно начинается здесь. Но вам нужно понять, про какое царство Иисус проповедовал. Что такое царство? Как в него войти? И про это все мы будем говорить на второй теме, на этих 3 днях. Будем говорить конкретно про царство. После вознесения, когда Иисус вознесся, и ученики остались сами, и давайте, чем они занимались? Петро вернулся на рыбалку, Павло пошел латать свои палатки. Знаете, что Павел палатки изготовлял и продавал? И спонсировали как-то миссионеров. Да или нет? Что делали ученики? Вернулись до
стиль жизни. А что пошли делать? Что делал Иисус? Они продолжали миссию Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Деяния 8:12. Так как поверил Филиппу, что возвещал им Царство Божье и имя Иисуса Христа, крестились мужчины и женщины. Филипп проповедует в Самаре. Про что проповедует Филипп? Царство Божье и имя Иисуса Христа. И что происходило, когда он проповедовал? Крестились, там были исцеления и чудеса. Это уже Филипп, это даже не Иисус. Дальше. Деяния 19:7. Войдя в синагогу 3 месяца, там говорил смело, беседуя и убеждая о... Это просто апостол Павел. О чем убеждал евреев? Про что сегодня христиан убеждаю? Идем дальше. Деяния 20:25. И вот теперь я знаю, что вы не будете видеть больше лица моего. Вы все, между которыми я прошел, проповедуя царство. Апостол Павло говорит, проповедуя царство. Откуда они знали, что должны проповедовать? Ибо они видели, что проповедовал Иисус. Они слышали, что проповедовал Иисус. Они видели, как это учение меняли жизни людей. И они брали и шли, и другим проповедовали. А что проповедуешь ты сегодня? Какое глобальное потепление, скоро конец света? Какой курс доллара? Какой президент наш красивый или некрасивый? И ты думаешь, что от этого изменится жизнь других людей? Так, конечно, изменится в худшую сторону. А что делали ученики? Они поняли что-то, они жили тем, и они, когда говорили, другие это принимали, жили этим, и другие оставляли все и посвящали свою жизнь, и шли делать то же самое. И когда я послышал в своей жизни, я оставил все и пошел, поэтому я стою перед вами. Я не такой святой, как вы думаете. Господь святой. Бог имеет силу менять людей, когда человек ему разрешает. Поэтому апостол Павло говорит, «Благодатью я есть тем, кем я есть». Ибо перед тем, кого верит, без благодати был преступником, который убивал и гонил церковь. Но с благодатью я есть апостол. И он говорит, это не я, это благодать, которая меня изменила. Благодать Божья меняет любого. Женщины, Бог имеет силу поменять ваших мужей. Имеет силу изменить, но вам нужно понять, как Он это делает, по каким принципам, по каким законам. Бо мы иногда думаем, хочет, делает, хочет, не делает, работает, не работает, значит, такая логика. Нет, дорогие, нужно нам понять эту концепцию. Эту благодать можно запустить в действие или можно блокировать. Поэтому я 3 дня буду запускать благодать в действие, а вы можете открыться к ней или блокировать. Все зависит от вас. Идем дальше. И назначив ему день, пришло их больше в дом его. Как я одного раза жил в Дрогобиче на квартире, я снимал там квартиру, и там люди часто приходили к нам. Я когда прочитал этот стих, то я подумал, Господь, в его дом он проповедовал им свидетельство о Царстве Божьем и убеждал их об Иисусе из закона Моисея и пророков с утра до вечера. Что Павел делал? Проповедовал. Что Павел проповедовал? От утра до вечера. Дальше. Деяния 28:33. Павел пробывал полные 2 года в арендованном доме, и я просто жил тоже в нанятой хате и принимал всех. Кто был тогда в Дрогобиче, тот знает, когда к нам приходили по 110, по 120 людей, у меня дома не было места, где люди сидели на полу, бегают дети, все капает со стены. И они приходили, и что я делал? Принимал всех, кто приходили. И что делал? Проповедовал Царство Божье, уча о Господе Иисусе Христе с полной смелостью и без препятствий. Царство Божье. Евангелие Царства. Царство Божье. Запомните эти термины, ибо вы будете слышать их теперь. Что ж такое Царство Божье? Давайте мы с вами разберемся. Что такое Царство Божье? Царство Божье, так коротко,
Это Всевышнее управление Бога. Ключ к пониманию Царства Божьего — это основное значение этого слова «белисия» или с еврейского «малкут», что означает управление господством, место, где действует Бог, место, где управляет Бог, место, конкретная территория, где это принадлежит Богу, управление Бога. Иисус говорит, когда я престом Божьим выгоняю бесы, пришло царство, пришло управление, пришла сила Божья на землю. Сила Божья, которая выгоняет силу темноты, болезни, бесы, смерть и проклятие. Сила Божья. Она либо есть, либо ее нету. Поэтому с проповедью приходила сила Святого Духа. Сила. И что дал Иисус ученикам? Власть и силу. Когда они проповедовали, происходили чудеса. Поэтому мы будем с вами молиться за исцеление. Мы будем благословлять, мы будем разрушать всякие проклятия. А почему? Ибо оно не имеет права с вами быть, ибо вы принадлежите Царству. А в Царстве Божьем есть свои правила, есть своя территория, есть благословение. А в Царстве Библии не может быть царство темноты. Если в твоем царстве, в твоей жизни есть что-то темное, это потому, что ты разрешаешь. Ибо ты ничего не сделал, ты просто разрешил. А мы иногда думаем, что так Бог разрешил. Поэтому нам нужно изменить наше мышление. Соответственно, к тому, что учит Церковь, что говорит Слово Божье, нас много времени, что учили, что Бог плохой, что Бог наказывает, что Бог такой, но. И мы выросли с такой ментальностью, если я в воскресенье пойду в церковь, давайте я спрошу вас, если вы в воскресенье не пойдете в церковь, что с вами будет? Вы будете себя чувствовать счастливыми, умиротворены, и радость такая, аллилуйя, Господь, наконец-то. Да? Не? А что будет? Упреки, совести, сомнения. И вы идете где-то там вечером и раз подвернули ногу. И первая мысль, и у вас уже есть новая формула. И ты говоришь к внуку когда-то, внуку, каждое воскресенье ты должен ходить в церковь, ибо раз в моей жизни, и ты ему рассказываешь. И у внука есть уже новая формула понимания Бога. И внук знает, если он не пойдет к Богу, то он ему вывернет или поломает, або оторвет ногу. Так нас учили. И поэтому мы стараемся идти, чтобы с нами ничего плохого не случилось. Но я не говорю за всех. Ясно, что вы уже идете навстречу к Богу, что вы любите Бога, слава Господу. Но не всегда так было. Да или нет? До 26 лет я ходил в церковь, потому что все ходили. 26 лет я стоял как столб, ибо все стояли. Я стоял, около нашей церкви было поделено царство мужское, царство бабское. Все, никто не имел права перейти на любую сторону. Отец имел свое царство, он заходил оттуда и туда уходил. Люди не контактовали с ним. Мы контактировали только, когда он пел, и мы пели, это был единый контакт. В селе боялись люди подойти к священнику. Я не говорю, что он был плохой. Он исполнял все от А до Я, все, что научили, он исполнял. Ну, не было у него любови к людям, скажу так. Но любил он Бога действительно чистым сердцем, насколько он понимал, насколько он любил. Ну, была такая ситуация. Ну, я стою с мужчинами, такой святой отец исповедует кого-то. И мужчины исповедуют ту самую женщину. И говорят, ну сколько она может грешить? На той неделе, на этой неделе. И мужчины исповедуют. И я среди них стою тоже. На каждой проповеди мы выходили на перекур. Поднимите руку, у кого тоже так было. На проповеди все мужчины выходят на улицу. Не было? Было у вас? А ну поднимите высоко. Я думал, что это только в моем селе такое. Я тогда думал, что это нормально. Все мужчины в середину не заходили летом, все под церковью, ближе к выходу, к воротам. Только слышали, когда отец говорит «Слава Иисусу, имя Отца и Сына и Святому Духу», они знали,
Они воспринимали это как: дорогие мужчины, можете идти покурить. И они с чистой совестью и шли себе, выходили, сигареты, чик-чик-чик, кто там сложно после свадьбы, кофе, чай, пиво. Только промовим. Они пошли, все заходят. Отстояли и снова пошли. Я вырос в такой ментальности христианства 26 лет. Если бы меня спросили про Бога, я бы говорил в мерках этой ментальности. Я бы вам говорил, Бог — это прийти в церковь, помолиться, розарий, пост, все это то. Ибо у меня понимание Бога — это то, что люди делали в церкви. Все, или то, что меня родители научили. Я не говорю, что они плохо учили. Родители меня учили хорошо, насколько сами понимали. Но когда я навернулся, обратился, когда Дух Святой сошел на меня, когда я встретил Иисуса, то я сделал так. Кем я был, что я верил и что я делал. И когда я приходил к той самой церкви, тем самым мужчинам, они дальше исповедуют, а я стою между ними, и я уже не могу так говорить. Я к ним говорю: слушайте, дорогие, может, вам отцами нужно стать? Вы исповедуете, он исповедует, он просто имеет владу отпустить грехи, а вы не имеете. Они говорят: о, какой умный. На всех похоронах у меня была такая ревность, на всех похоронах я выкидывал все предрассудки, все эти демонские обряды, ритуалы, я все это воевал, я тогда был такой ревный. Ну, где-то год времени потом успокоился, ибо я понял, что я воюю, и ничего не меняется. Я понял, что я ничего не понимал. Но до этого я думал, что я все понимал. Когда приходит Господь, Он тебе открывает по-настоящему истину. Что есть церковь? Он тебе открывает, что по-настоящему должна нести церковь. Как ты по-настоящему, кем ты должен быть в этой церкви, кем ты должен быть, что ты должен делать. И тогда Господь начал это всем мне открывать. И я все отпустил и стал священником. И теперь стою перед вами. И это благодаря благодати Бога. Тут нету никакой моей заслуги. Вообще никакой заслуги. Ни моим родителям нет никакой заслуги. Мои родители обратились, ибо я их обратил. Дети должны обратить вас сегодня. Они более умнее, они более схватывают, молодь быстрее, ловит истину и несет ее, а мы иногда говорим: нет, что ты хочешь сказать, что ты умней? Я ж больше лет имею. Старшие люди, не хочу вас обидеть. Если вы имеете больше лет, это не означает, что вы мудрее. Ибо мудрость, знание — две разные вещи. У вас есть больше опыт жизни, но он может быть как и позитивный, так и негативный. Но мудрость идет сверху. Тимотей имел 20 лет и уже был епископом. 20 лет. И он был поставлен учить старших людей. И они не хотели ему подкоряться. И тогда Павел пишет им лист: не пренебрегайте его молодым возрастом. Ибо не от возраста идет мудрость, а от Господа. Мудрость приходит с высоты. Ее не можно выучить, ее невозможно прочитать. У меня некоторые спрашивают: отец, в какой семинарии учились? Я говорю: что? Но вы такой умный. Поверьте, все, чему я научился, меня в семинарии не учили. Но я не говорю, что семинарии не учат или плохие, что вы понимали. Дух Святой тебе начнет открывать. Когда ты начнешь читать Слово Божье, Дух Святой начнет тебе открывать, что такое по-настоящему христианство, что такое церковь, даже что такое таинство, дорогие. У меня нет времени сейчас углубляться. Если бы мы прошлись по всем таинствам, то мы бы поняли, что мы неверующие люди, вообще неверующие. Если бы мы в оригинале кем бы должны были быть, но я не хочу, чтобы мы такими были, и вы не хотите такими быть. Я не хочу делать иллюзию христианства, я хочу быть им. Поэтому все, что я хочу сказать, Бог живой и хочет вас коснуться. Но Он коснется тогда, когда ты разрешишь, ты поймешь, что такое Евангелие, что ты поймешь, что такое Божье Царство, когда войдешь в это Царство. Только тогда ты начнешь жить, только ты начнешь тогда быть христианином. А это две разные жизни. У меня жизнь делится на два события. До 26 лет и после 26 лет. До 26 лет такое понимание фарисейское, после 26 совсем другое. Совсем другое. Я признал, что я ничего не знал. Я признал, что мне все нужно с нуля начинать. И я искал. И теперь я с вами делюсь, что я нарыл за 7 лет.
про Бога, что я узнал, что Бог мне открыл, а у вас впереди еще вся жизнь. А Бог не смотрит на личность. Если вы думаете, что я особенный, то вы еще не знаете Бога. Особенные все. Только единицы открываются к Богу. И кто открывается, мы говорим, ну да, Бог тебя выбрал, меня не выбрал. Обман. Бог выбрал всех. Все призваны, но мало избранных. Но избранные, ибо Бог не призвал, или они не хотели прийти. Помните притчу о приглашенных на свадьбу? Все были позваны и все были призваны. Всех. Господь всех выбрал и всех пригласил, но не все пришли. Бог сегодня зовет всех. Бог призвал и выбирает всех, и теперь Он ждет, чтобы ты сказал Ему «да». Ибо Он уважает твою свободу. Поэтому этот курс и эти реколлекции помогут нам понять, когда Царство было створено, что такое Царство, как в нем жить, как в него войти. Также вы поймете, кто я по-настоящему, ты поймешь, кто ты, откуда ты пришел, для чего ты пришел и куда ты идешь, для чего ты был сотворен и как ты должен жить сегодня, и ты поймешь, какая цель твоей жизни или твоего существования. Дорогие, я когда пришел к Господу, у меня поменялось все, цель, миссия, у меня поменялось все полностью, парадигма жизни и понимание этой жизни. Имеем еще 6 минут, я вам коротко скажу про свое обращение. До 26 лет я был бизнесменом, поэтому люблю бизнесменов. Есть здесь бизнесмены? Поднимите руки. Все вы мои люди. Это люди постоянно занятые. Может, вы уже лучшие бизнесмены, чем я был, ибо до 26 лет меня никто этому не учил. Если бы меня научили этому, я был бы миллионером. Я вам гарантирую. Но этого, может, быстрее бы стал миссионером. Но, например, школы бизнеса, что сегодня все есть, понимание всего, куда вкладывать, я вам гарантирую, я бы был уже миллионером. В 23 года я уже имел машину за 20 тысяч долларов. За 20 тысяч долларов, чтобы вы поняли, что зарплата в Украине была 350 гривен. В селе я был самый крутой перец. Мерседес очкарик, Е-класса, 2.7 турбодизель. Мужчины понимают, женщины думают, ну и что? Тюнингованный с завода, чтобы вы поняли. На 5000 дороже стандартной машины. Ну, я к мужчинам говорю. И когда ты садишься в него, вечером светится все. Как в самолетике. Все светится. Вечером. Я радовался ровно месяц той машиной. А потом думаю, что-то она мне уже радости не приносит. Ну и что? Уже говорю, надо X5, BMW. Это, вероятно, круче машина. Я ставил себе следующие цели. От машины к машине. Вы должны иметь цель. Если у вас нет цели, у вас нет мотивации. Если у вас нет мотивации, вы не будете делать то, что вы делаете. Но ваша цель будет основываться на том, что учит Бог, или на том, что вы сами себе поставили. И потому что было у вас так, что вы достигаете цели, а потом радости нет. А мира нет. Ты много делаешь, а радости нет. Ты работаешь на работе и потом спрашиваешь, а зачем это все? А кому это все я оставлю? Что я после себя оставлю? Было у вас такое? Было? Поднимите руку. У кого такое было? Аллилуйя! Слава Богу, что мы здесь. Вы должны понять, для чего ты делаешь, что ты делаешь и что ты оставишь после себя. И стоит ли прожить всю жизнь за то, что ты оставишь после себя. Если ты обернешься и скажешь, да, Господь, стоило жить, чтобы оно, что я сделал, оставить, если оно изменит тысячи людей, то ты прожил достойную жизнь. Если ты посмотришь и ты скажешь, сам не знаешь, для чего жил, куда шел, что делал, то Бог спросит, скажет, дай отчет за твою жизнь. У тебя была одна жизнь. Как ты прожил ее? Зачем ты прожил ее? Для чего ты положил всю свою жизнь? Для алкоголя, для сигарет, для наркотиков, для разврата. Для чего? Дорогие, нет другой жизни. Есть одна жизнь. Представьте себе, одна жизнь. Раз и все. Не будет повторной жизни. И теперь в этой жизни тебе нужно попасть еще в цель, в твое предназначение. В 26 лет у меня были цели покинуть Украину. А все меня понимают, что когда начинаешь ездить за границу, то начинаешь видеть все лучше. Когда приезжаешь в Украину и видишь все хуже всего, да, вы меня понимаете. Я тогда таким был. Но при этом я ходил в церковь, я ездил на все паломничества, все святые места, все святые
отцы, которые молились, и Колодеевка повсюду, потому что у меня люди просили, а я был очень добрый, не мог никому отказать. Я всех возил. Сейчас я уже не такой, сейчас всем отказываю. Дорогие, но мира не было. Пустота. Я всю ночь был в страхе, на крестной дороге. Но на самом деле мысленно думал, когда это мучение закончится. Но пока они там будут лазить. А потом я еду и молимся Вервицу. И пою, создаю вид. Потом я еду в Крехов. Да, в Крехове мне больше нравилось. Там были какие-то модные отцы. Да, там было так все сухо. Я знал, что должен быть, что должно быть, для чего, какой смысл. Не, надо отбыть, галочку поставить, а радости нет. Ну да, если было очень плохо, то я ездил очень много. Если были проблемы с визой, я писал на молитву всем отцам. Если мне давали депортацию, то все молились. Вы понимаете, о чем я говорю? Такое у меня было представление христианства. 26 лет. Меня приглашают, мне дали депортацию. Я набрал товара на... Я выплачиваю товару за месяц времени. Что может человек сделать за месяц часа, если поставить себе цель? Мне нужно было заработать 10 тысяч долларов в месяц времени, чтобы отдать за этот Мерседес. Я же никому не сказал, что взял долг 10 тысяч. Я 10 тысяч дал, а 10 за месяц я должен был отдать. Месяц времени. Я за месяц времени бодрствовал, не ел. Черновцы, Варшава, Лодзь, Будапешт, Словакия. Я ездил, у меня был свой бизнес. Я за месяц заработать, должен был за месяц заработать 10 тысяч долларов. Я больше никогда так много не заработал, только тогда. У меня была очень сильная мотивация. Я знал, что если я поставлю цель, я ее добьюсь. Но это мне стоило. Месяц времени, бессонницы, нервов и много-много еще чего. Вы платите большую цену за этот труд, который делаете. Вопрос, стоит ли она этого? Сегодня христиане не могут час в церкви простоять, а я всю ночь на таможне. Почему? Бдение проводил. А сегодня людей не соберешь в церкви на бдение. А на таможне все сидят, и они не говорят что-нибудь стоять. Они сидят и молятся. Господи, помоги мне провести этот товар. Вот верующие люди. А в церквах уже неверующие люди. Они думают, сколько можно молиться. Поэтому хотите бдения, идите на таможню. Там люди никуда не уйдут, и на самом деле они никогда не откажутся от молитвы. Особенно те, которые в транзите там стоят. Я таким был. И я молился. Вы это понимаете? Но пришла депрессия, пришло разочарование. Не было смысла жизни. И я задавал себе вопрос, для чего это все? Потом за короткое время, за неделю, у меня... Смотрите, я отдал разве деньги? Все только зарабатывать. Думаю, что уже все. У меня были знакомые в Черновцах, и я беру товар на 2000 долларов, они мне дают просто, потому что мне доверяют. На бороду. Знаете, что такое борода? Нет бороды, не беру уже их на бороду. На 2000 долларов я уезжаю, я приезжаю в границу на Венгрию. Я знал все таможни каждого мытаря. Я знал, кто берет деньги, кто не берет. Он был странным мытником для меня в Венгрии. Он не брал денег. К тому времени он был очень странный. Он всех нервировал, и меня тоже. Но теперь я понимаю, что он нормальный. То все были удивительны, и я в том числе. Но он меня сжег, спалил. Он тогда пришел, посмотрел на меня на яму. Я такой, хорошо, конфисковали весь товар, меня в суд, криминал, фотографии, отпечатки пальцев. Я думал, все, преступник. Чтобы вы понимали, я возил просто спортивные костюмы. Я был праведником. Не возил ни алкоголь, ни сигареты, потому что знал, что это большое зло. Но то, что большое зло, подделку возить, я думал, ну что повредит кому-то. Такого было христианство. Я делил грехи. Одни очень большие, но одни, Боже, ну ты знаешь, что мне нужно. У меня конфискают товар на 2000 долларов, но меня отпускают, и машину, я говорю, слава Богу, за неделю отобью и возвращаюсь назад, беру снова 2000 долларов, возвращаюсь через другую таможню, все, провожу, еду, не доезжать до того места, цельно останавливают, конфисковали товар, еще 2000 долларов. Думаю, Боже, да что такое, почему ты меня оставил? Ну, 5 лет.
Все как по маслу. А через неделю полная катастрофа. И мало того, дают мне депортацию на год времени. Я думал, что конец, всем моим мечтам конец. Что дальше? А в Украине я не хочу за 300 гривен работать. Там уже 1000 гривен тогда было. Не хочу за 1000 гривен работать. В Украине не хочу возвращаться. Что делать? Идти на работу? Представляете себе, где 10 тысяч долларов, а где 1000 гривен? Есть разница немного, да? Я приезжаю в Украину, и все первое думаю, что кто мне что сделает, кто мне поробил в рик, позавидовал. Ну и сразу, ясно, ищите ответы такие же. И я точно так же искал. Я езжу к тем отцам, чтобы меня отмолили. Сам сижу, пью кофе, нервничаю, думаю, что делать, потому что туда, в Европу, меня скоро не пустят. И в то время меня приглашают на реколлекции. И я тогда уже не ездил за границу, сидел больше дома, думаю, и поеду. И в то время Господь меня встретил. И что происходит в этом времени? Когда мы проводили подобные реколлекции, и там была молитва, там рассказывали, кто такой Иисус, что Он сделал. Я думаю, я все, все это знаю. Я все это услышал, я все это знаю, но произошло что-то, что изменило кардинально, радикально всю мою жизнь. Эти 30 секунд изменили всю мою жизнь. Когда молились за меня, мы стояли в очереди. И там молились священники, были священники, монахи. И за меня молились простые люди, такие как вы, простые смертные. Вы простые смертные, я не просто смертный, вы знаете это. Потому что вы так думаете порой. И когда они молились, Бог показал мне видение. Я вижу видение, я вижу себя, весь в черном. И это не было пророчество, что я буду священником. Весь в черном — это все мои грехи, это все мое фарисейство. Бог показал мне, как Он смотрит на меня. Чтобы вы понимали, это не был взгляд осуждения или критики, или осуждения. Это был взор любви. Я увидел, кто же я действительно. И я начал плакать. Я начал плакать над тем, кто я есть. И когда я начал плакать, передо мной открывается ковер, и он черный, все мои грехи. Я понял, что я играл роль христианина, но им не был. Я исповедался, но никогда не раскаялся. Я ходил в церковь, молился, но никогда не верил. Я делал хорошие дела, но только для того, чтобы люди сказали, что я хороший человек. Я просто плакал. И когда я видел фигуру, которая приходит против меня, напротив меня, это Иисус. Иисус шел. Чем больше Иисус подходил ко мне, тем больше я плакал, потому что я понимал, кто Он, а кто я. Я ожидал, потому что так научили меня, что Иисус будет меня осуждать, критиковать, скажет: вот ты фарисей, как ты жил, кто ты на самом деле. Меня так научили. Я ожидал, что Бог так и скажет. Иисус ничего не говорит. Он становится на колени, сматывает этот ковер, ставит этот ковер себе на плечи, и в эту секунду я понял суть христианства. Бог послал Сына Своего на землю, чтобы отнять мои грехи, и Он не послал Сына Своего, чтобы меня осудить, а чтобы меня спасти. Я это слышал 26 лет. От рождения в церкви, и до 26 лет постоянно в церкви. Но только тогда я понял суть христианства. Только тогда я понял, кто такой Иисус. Только тогда я понял, что такое прощение грехов, что такое грех, что такое фарисейство. Только тогда. Я начал больше плакать. И когда Иисус поднимался, я ожидал, что Он мне что-нибудь скажет, и наши взгляды встретились. И у Него такие глаза, такие зелено-голубые, и Он мне ничего не говорит. Глаза полные любви. Он просто смотрит, возвращается с тем ковром и уходит. А я еще больше плачу. Почему? Ибо я понимаю, что Он отнимает мои грехи, а я же не заслужил, я ничего даже хорошего не сделал. Я был фарисеем. И у меня вопрос: как, Иисус, почему я недостоин? Как и вы иногда себе говорите. Я Ему говорю: Иисус, почему Ты забираешь мои грехи? Он так оборачивается с тем ковром и так мне говорит: я Тебя люблю. Все, видение пропадает, я реву, я глаза закрываю, слезы текут, все смотрят на меня, не понимают, что происходит, а я думал, что это все видят, а оказывается, что это видел только я, а с другими людьми другое происходило. Все, с этого момента изменилось кардинально все. Моя духовная жизнь, чтобы вы понимали, изменилась. Я дальше ходил на работу, у меня был свой бизнес, уже позже в Украине, я уже позже в Украине зарабатывал то, что зарабатывал
Но чем раз, тем больше меня интересовало уже это любопытство этого мира чувствовалось все меньше и меньше, а любопытство Божье больше и больше. И один случай, я торгую на базаре сходницы. Я могу все точки сказать вам, где хорошо продают, что можно покупать и где можно купить. И один такой день я взял Библию, я так Библию читал. Я сейчас покажу, видите, как у меня Библия, у меня первая Библия, которую я купил, и она уже в скотче повсюду порвана, но это моя родная. Я бы все отдал, но не Библию, извините. И я читаю и понимаю, ну насколько кто-то приходит, и я молюсь, Боже, чтобы сейчас никто не пришел покупать. Я просто хочу читать. Я себя поймал на мысли, ого, вот у меня мысль пришла. Первое было наоборот, никогда ты постоянно торговал, и времени нет, чтобы о Боге подумать. И все изменилось. И желание исследовать Бога, Слово Божье. Дорогие, я был в той же самой церкви, ходил к тому же самому священнику, но я начал его понимать. Он ничего не проповедовал, но я его понимал. Он просто читал Евангелие, а я все понимал. Я дьяка услышал, я узнал, что дьяк в церкви есть, что он читает апостола. 26 лет я думал, что он себе там что-то говорит, потому что там так надо, ему там написано. Но тогда я понял, что он Евангелие читает. Я начал все понимать. И так прошел год. Я поступал в семинарию. Потом площадь, АТО, 2 года в АТО, 3 года на миссии. И сегодня я здесь. Аллилуйя. Бог жив. Я буду еще с вами говорить, как Бог дальше меня формировал. Бог может нас поменять, если ты разрешишь Ему. Поэтому скажи Богу «да», и мы будем двигаться дальше. Аминь.